motherfucker, do you speak it? Yo, what's up? И с вами Бородатый Лингвист. И, честно говоря, сегодняшний обзор будет немного необычным, потому что обычно я снимаю обзоры на курсы, которые вот уже у всех вот здесь. То есть, когда они просто изо всех щелей в Инстаграме, на Ютубе, они просто лезут отовсюду. Или люди, которые создали этот курс, они тоже лезут просто отовсюду. Причем в их рекламе просто сплошная манипуляция, ложь, подмена фактов. То есть, просто все. И, конечно же, у меня начинает гореть, я начинаю смотреть, что там такое, и просто очко полыхает. То есть, на самом деле, да, как бы то ни было, но я в некотором роде отношусь к таким курсам уже предвзято, потому что я понимаю, что то, что они заявляют, просто, невозможно, этого быть не может. Что касается сегодняшнего курса, то я про него не слышал, практически ничего. Я видел пару раз рекламу, она вылазила где-то полгода назад, и тогда у них толком ничего не было, потому что я тогда посмотрел, у них был только курс для бигинеров, по-моему, все, больше там вообще ничего не было. Единственное, что я слышал про Яндекс.Лоу, это от моих подписчиков, мол, типа, Кирилл, разбери Яндекс.Лоу, когда уже Яндекс.Лоу? Даже в последнем видео про вопросы, точнее, когда я отвечал на вопросы, у меня там спросили про Яндекс.Флоу. О нем знают все, но толком не знают ничего. Единственное, что я такого слышал забавного, это от моего подписчика в чате в Телеграме. Он написал, что, мол, Кирилл, Яндекс.Флоу там обещают, что они прям вот весь материал студентам погружают в голову. Как-то это так было. Или загружают. Вступайте в чате в Телеграме. У нас там общаются не на английском, на русском, как правило, но там можно всякие советики услышать, книги, фильмы, аудио, рекомендации. Если вы не знаете, что учить, какие учебники, по каким УМК лучше заниматься, все в чатике. Там очень клевые ребята, там ребята, которые вообще прям собаку на этом съели, там разбираются во всем, а некоторые начинающие, поэтому, короче, вы там по-любому найдете того, с кем можно пообщаться. Ну так вот, то есть, по сути дела, про Яндекс я вообще ничего не знаю, и сегодня будет обзор в вакууме. То есть, я сегодня буду рассказывать про него, как будто я вот о нем вообще ничего не знаю, я просто купил сразу, и вот тот материал, который я получаю, собственно, за те деньги, которые я отдал. Все, это единственное, что я могу рассказать. Все, больше ничего. Конечно, тут будет какое-то мое субъективное мнение, но тем не менее, в целом я буду здесь максимально объективным, как мне. По крайней мере, буду стараться быть максимально объективным. Но, перед тем, как мы начнем, я все-таки хочу напомнить, что курсы все-таки стоят денег, да, и не всегда у меня есть возможность их купить самостоятельно. Иногда мне скидывают подписчики, например, на этот курс мне помогли собрать подписчики, а я так думаю, на следующий курс, точнее, деньги с этой рекламы пойдут именно на следующий курс, поэтому просмотрите рекламку, ведь именно благодаря рекламе я могу покупать все более дорогие курсы, и это ли не чудо? А спонсор нашего сегодняшнего видео — проект StagMax. Это уже давно всеми известный сайт с тренажерами по английскому языку, который был создан аж в 2008 году. Сайт содержит огромное количество заданий, и когда я говорю огромное, это прям реально дофига. Он содержит 31 178 заданий. В них же входят задания на отработку самых тонких нюансов английской грамматики и лексики. Основатель проекта — учитель, лингвист с высшим лингвистическим образованием. Проектом занимается не какой-то там маркетолог, а настоящий специалист, то есть его зовут Евгений Стеганцов, он учитель, и действительно, он разбирается в том, чем занимается. Но кому же нужен этот сайт? Этот сайт нужен тем, кто собирается сдавать экзамены, то есть такие как ВПР, Всероссийская проверочная работа. Я когда в школе работал, я офигел, что такое есть, я вообще понятия не имел. ЕГЭ, я думаю, вы это и так знаете, ОГЭ, но самое главное — это IELTS и, конечно же, TOEFL. Особенное внимание на этот сайт нужно обратить людям, у кого проблемы с письмом. Бывает так, что человек, допустим, отлично сдал чтение, говорение, аудирование, то есть все у него нормально, прекрасно сдал там на 7 баллов или на 7,5, а потом хоп, смотрит, а письмо-то у него 4 или 4,5. Как-то так не получается. Но это там указывает на то, что есть проблемы, которые нужно фиксить. И в том числе это лексика и грамматика. И тут нам без сайта StagMax просто не обойтись. Если это именно про вас, если вы услышали себя, то советую обратить внимание и начать с уровня beginner, потому что ошибки, как правило, начинаются с самых начальных уровней. Но я сразу хочу отметить, что на сайте нет формата обучению письму, да, то есть для этого в любом случае нужен живой человек. Но, однако, сайт помогает отработать саму грамматику. На сайте StagMax содержится вся лексика и грамматика для TOEFL и IELTS, то есть это безумно полезно. Иными словами, сайт — это не замена преподавателя, это просто огромнейший сборник упражнений на лексику и на грамматику, который просто поможет вам вытянуть английский на новый уровень именно вот в этих местах. Также этот сайт будет безумно полезен родителям, чьи дети сдают как раз таки эти экзамены, потому что во время учебного процесса очень важно контролировать то, какие места знает ребенок, какие не знает, где у него проблемы, где нет проблем. И вот именно сайт StagMax, он поможет вам
проконтролировать это. На сайте Stegmas родители могут отслеживать успеваемость ребенка. То есть после каждого выполненного упражнения сайт показывает результаты и средний балл других пользователей. Ну просто для сравнения, чтобы вы понимали, сколько, например, у других детей. Да и вообще в целом, чем раньше ребенок начнет готовиться к экзамену, тем больше у него шансов набрать более высокий балл. Поэтому, родители, прошу обратить внимание. Ну и, конечно же, для моих подписчиков действует скидка по промокоду «Бородатый лингвист». Скидка 10% на годовой тариф. Так что, если вам понравилось то, что вы слышите, если вам действительно это необходимо, то пройдите, посмотрите, ознакомьтесь, а потом можете купить годовой тариф и использовать мой промокод. Ну а я еще раз благодарю Евгения и сайт Stegmax за поддержку этого ролика. Спасибо вам большое. Ну а мы переходим к обзору. Итак, первое, с чем я столкнулся в Яндексе Flow, Яндекс.Флоу, не знаю, ну в общем вы поняли. Первое, с чем я столкнулся, с кем? Это был менеджер. И в принципе, там у нас состоялся небольшой разговор, там буквально полчаса было, ничего такого особенного не было. Она немножко рассказала про Яндекс, мы с ней поговорили на английском, она рассказала, какие приколы, дала мне скидку, ну и, собственно, потом я купил этот самый пакет. Да, самое забавное, конечно, в этом было это определение уровня. Это, конечно, мое почтение, потому что забавно, как буквально за несколько предложений она выдала мне уровень. А сейчас тогда в соответствии с нашей небольшой процедурой задам вам несколько вопросов на английском для определения уровня и перейдем тогда к презентации уже. Хорошо. Okay, Kirill, do you like to travel? Yes, I like to travel. It is good. I like to go to countries, to different countries. But right now is coronavirus, so I can't go to many countries. So don't have a opportunity to go to many countries. So Right. yeah, but I like. It is good. Okay, very good to know. And what is your favorite country? Russia, of course. No, I mean, I was in China. I like China very much. Yes, I was there with my friends, with my family, and it is very interesting. So it is good country. Nice food. I like food there very much. Wow, me too. I like Chinese food, but I have never been to China. I'm currently living in Europe, in Hungary. I'm dreaming to visit China Oh, once. cool. I'm sure it's nice. Okay. And how often do you usually travel if it is not coronavirus time? So I was traveling there maybe once or twice a year. Oh, that's good. Mhm. Okay, nice. And you usually prefer to travel abroad or you also travel around Russia? Yes, I do travel around Russia, but not that often. Sometimes, more often I travel abroad. Abroad. Okay, that's nice. I see. Спасибо большое, этого достаточно. У вас на самом деле хорошая такая действительно база. Слышно, что вы и после университета продолжали практиковать, да, она у вас очень даже неплохая. Но вместе с этим, да, должна отметить, что вам немножко не хватает этой разговорной коммуникативной практики, да, которая позволит вашу речь как раз-таки обогатить разными конструкциями, лексическими такими очень даже классными и такими updated, и вообще поддерживать разговор на разные абсолютно темы. Это вам поможет. Супер, тогда я сейчас, чтобы не занимать больше драгоценного вашего времени, переключаюсь на презентацию. И что по уровню хочу сказать, у вас вот сейчас, слыша вас, я очень рекомендую вам обратить внимание на наш курс на уровне Intermediate, то есть у вас хороший уровень Intermediate. Вот заканчивая наш курс Intermediate, то есть он у вас такой в начале, да, в самом. Вот если вы заступите на Intermediate, проходите его, и вы уже оказываетесь на Upper Intermediate, если, допустим, вам вау, классно, как и с нами по пути, проходя уровень далее Upper Intermediate, вы уже все, подтвержденный Advanced, да, это самый высокий уровень, но вот Intermediate, мне кажется, там и лексика у нас очень классная, мне кажется, это прям для вас будет очень интересно. Я, конечно же, знал, что в Яндексе нет, что-то для высокого уровня, поэтому я закосил под дурачка, чтобы мне, может, дали уровень поменьше, да, и она мне по итогу дала уровень Intermediate, но все же это забавно, как она его выбрала, типа, это прям очень смешно. Буквально пара предложений, такая, все, я поняла, какой у тебя уровень, но, тем не менее, это вообще ни на что не влияет, потому что вы потом сами же можете выбрать вообще абсолютно любой уровень, просто наплевать, по барабану. А я вообще могу любой, да, купить тариф абсолютно, то есть как бы без разницы. Он весь будет, он мне, они все будут со скидкой, да? Я правильно понимаю? Так, а вы что сейчас имеете в виду? Ну вот, допустим,
Ну да, я просто, в принципе смотрю, Ага. вот думаю, там, смотрю вот сейчас, что входит в Upper Intermediate, мне просто тоже Да, интересно. конечно, можно и upper. Пожалуйста. То есть вы сейчас уже посмотрите, если Угу, вам, допустим, если вы чувствуете, что вы готовы там угу. подольше, допустим, позаниматься. У нас цены абсолютно, и что хорошо, пакеты структурированы, количество занятий абсолютно одинаковое на пакетах. Цена тоже будет одинаковая. Если вам вы чувствуете upper больше подходит, Угу. можете поднажать Понял, и на понял, upper, понял. пожалуйста. Я просто смотрю, может pre-intermediate возьму, не знаю, в общем, я просто сейчас вот пока подумаю, Да. посмотрю. Ну, слушайте, про интермедиат, мне кажется, вам будет. Вы так, Угу, в принципе, хорошо общались там, да. Ну, там тоже интересный, там джоб и интервью, там угу. хорошие темки. Но мне кажется, вот и конструкции такие лексические, да, более сложные на интермедиат. Вот, ну, не знаю, мне кажется, вам Понятно. интермедиат это ваше. Ладно, хорошо, сейчас Так, тогда подумаю, сейчас подумаю. Угу. ага, сейчас, секунду. Да, все, появилось. Появилось? Да. Ура! Все, тогда оформляем. Все, могу купить, да? Да, нажимайте «Купить». Угу. Я все-таки решил Upper Intermediate взять. Мне все-таки кажется Супер. побольше, Вот поинтереснее. мне больше нравится такое решение, чем про intermediate. Я Угу. считаю, да, нажмете и класс. Хорошо. Ад. Единственное, на мой взгляд, зачем нужно общаться с менеджером, это чтобы выбить скидку. Потому что изначально пакет стоит 4 900, я же его купил за 3 900, что, сами понимаете, ну как бы 1000 рублей, между прочим, ну, на дороге-то не валяется. Но если вы думаете, что весь курс стоит 3 900, вы немножечко ошибаетесь. Потому что 3 900 стоит только сам первый пакет. То есть, на самом деле, этих пакетов я не знаю сколько, но по итогу само обучение стоит 50 тысяч. То есть весь вот объемный курс Upper Intermediate, да, он стоит 50 там с чем-то тысяч. То есть, по сути, вам нужно таких вот курсов пройти, я не знаю, ну, 10, 12, 15, я не знаю, сколько-то, короче, нужно пройти, и тогда да, тогда действительно вы вот получите вот этот вот самый уровень. Ну, то есть, по мнению Яндекса, вы вот перескочите. И может, действительно так и будет, я не уверен. Я, в общем, взял один пакет, и как раз-таки про один пакет я буду высказывать свое мнение. Но я так думаю, что они, в принципе, друг от друга сильно не отличаются. Что же из себя представляет само обучение на Яндекс.Слов? Вообще, вот сама база — это аудирование. То есть, даже не то, что аудирование, а вы слушаете какие-то фразочки, какие-то реплики из диалогов, или же, как это правильно называется, когда не диалог, а много людей, это полилог, вот, или из полилогов, да, и получается ко всем вот этим аудиозаписям есть скрипты. Во время того, как вы слушаете вот эту вот историю, вам будут даваться какие-то задания. Например, человек что-то сказал, вам нужно объяснить то, что он сказал, то есть там будет задание, скажите вот то, что он сказал, что вот он имел в виду под этим, да, или что означает вот это слово, и так далее, и тому подобное. То есть такие задания будут всплывать на протяжении вот всех вот этих историй. В одном уроке может быть несколько историй, может быть одна. Также плюс во время этих историй вам может преподаваться лексика, грамматика, ну, в принципе, все, лексика и грамматика, да, там какие-то вот такие вещи. Помимо такого вот аудирования, помимо таких вот диалогов, еще могут быть тексты. Это таким образом мы тренируем чтение. И во время чтения там, в принципе, задания примерно те же самые. Вы читаете, вы определяете основную мысль текста, или же вы отвечаете на вопросы, или же вы говорите, что означает вот это вот слово и так далее и тому подобное. После того, как вы прошли все эти несколько историй, там их может быть 3, 2, неважно, может быть одна история, один текст. После этого идет подготовка к разговору. Что происходит на подготовке к разговору? Вам дается лексика, и вы ее тренируете. То есть лексика, которая вам встречалась в этом уроке, либо же которую вы уже как-то, ну, пытались тренировать, да, она вам дается, и вы ее вновь тренируете, вы ее, как бы, скажем так, обхаживаете разными заданиями. После этого у вас начинается сессия говорения, да, сессия разговора. Когда она будет, вы решаете абсолютно сами. Вы можете, если вам повезет, она может быть прямо вот через 5 минут. У меня было такое, что она прям через 5 минут. Вот я только закончил, и у меня вот буквально через 5 минут началась. Такой, вау, круто. Самое длинное, что у меня было, это 40 минут. Я не думаю, что будет, я думаю, максимум, прям сам максимум это час. Единственное, чего я ждал долго, это фидбэк-сессию. Я ждал ее 2 дня, об этом я вам тоже чуть попозже расскажу. И вот вы так общаетесь с преподавателем 15-20 минут, и в принципе все. То есть, да, вот это вот то, что из себя представляет урок Яндекс.Слов. То есть он примерно длится где-то минут 40-час. Ну, в зависимости от того, как вы работаете, да. То есть примерно, ну, минут 50. Давайте вот в среднем возьмем. 50 минут, если вы очень смышленый, если вам тяжело, может быть и час, да, вы вот занимаетесь одним уроком. Вот, в принципе, вся структура курса, больше тут рассказывать нечего. Но я хочу с вами разобрать конкретный урок вместе с говорением, вместе с самим интерактивным уроком, показать вам немножко, надеюсь, ребята из Яндекса не будут обижаться, потому что, ну, все-таки у вас там их целая куча, я покажу всего один, поэтому, ну, типа, не надо. Давайте начнем, наверное, с историй.
Истории интересные. Да, действительно, истории очень классные. Мне прям вообще было очень интересно слушать. Я, честно, прошел все с кайфом. Мне очень понравилось. Было реально прикольно. То есть, ну, я прям насладился. Вот, то есть, мне было действительно в этих моментах очень интересно. Голоса тоже прикольно подобраны, интересно. Они там всячески бывают имитируют акцент. Единственное, что меня немножко выбило, это когда они пытались показывать китаянку. Такое чувство, что они кривлялись. Ну, в общем, сами послушайте. I know that face. Must be your first day. How did you guess? Because I had the same sad sack look on my face when I first joined Gucci. To be honest, I was feeling pretty low for the first 6 months or so. It's a bit of a shock adjusting to the culture here, but it's actually a pretty cool place to work once you get used to it. I really wasn't expecting it to be like this. Why do they make up crazy names for everything? Achievement coordinator? Creativity station? In Russia, we call a boss, and a desk. Yeah, it was the same for me. I'm from China, and I thought my English was pretty good until I got here. And didn't know what the heck anyone was talking about. Only later did I realize it was... Сразу могу сказать, что китайский акцент они какой-то сделали, кривляние какое-то. Ну, то есть, если русский акцент похож более-менее на русский акцент, то здесь типа «Oh, I came from China. I didn't know what the heck is going on». То есть, немножко такое какое-то кривляние. Ну, ладно, это типа уж посмотрим. Ну, кстати, слышать ее действительно немножко сложно. Я вообще, кстати, пропустил задание. Сами истории могут быть связаны между собой. Например, вот здесь вот 3 истории, они выходили в один общий сюжет. То есть вначале была какая-то такая завязочка, кульминация, развязка. То есть это было довольно интересно. Я думаю, что такие истории, они могут понравиться как подросткам, так и взрослым. Я, в общем, кайфанул. Мне реально понравилось. Давайте же теперь разберем задания, которые у нас попадаются вот в этих вот историях. Oh, and don't forget, your essays on dystopian societies in early 20th century literature should be 3,000 words without the appendices. Jeff, hi! You're here. I mean, you're back. I haven't seen you around for ages. How are you? Oh, you know, had to do something to keep myself off the streets, right? How about you? You know, same old, same old. So, people were saying you got expelled, or at least suspended for a semester. But I didn't believe it. Nah. I didn't get kicked out or anything. I was just distracted. I needed a break. Вот, например, Джефф сказал несколько фраз, и нам нужно понять. То есть нам нужно понять, какие примерные причины были вот в том, о чем он говорил. То есть мы говорим о каких-то причинах, которые действительно могут быть, и о тех, которых точно не может быть, судя по его словам. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы мы как бы до конца разобрались в том, что сейчас происходит, потому что это будет важно дальше по сюжету. И это очень хорошее задание, потому что если вдруг мы чего не понимаем, нас это заставляет залезть в словарь, потому что словарь Яндекса это очень плохо. Вот словарь не встроенный в этом Яндекс.Слов, это просто беда. Вот вам несколько моментов. Опять же, вот смотрите, отпустите себя, let yourself go. Ну, тоже этот дословный перевод, он немного ломный. В этом-то и прикол, что здесь не совсем нужен перевод, потому что здесь нужно значение. Let yourself go, ну, это как бы понятно, что это в целом имеет значение «отпустите меня», но здесь больше имеется в виду как, типа, блин, просто расслабься. Просто, типа, иди по течению, грубо говоря. Странный словарь, то есть вот хотели сделать как в Skyeng, да, то есть когда выделяешь каждое слово, и оно отображает, получается, имя, да, ну, то есть отображает значение. Но тут же очевидно, что говорится move to не в значении двигаться, а move to в значении переехать куда-то. Двигался к Силиконовой долине, ну, как бы немножко странно, то есть это довольно непроработано. Кстати, вот контекст реверс даже в этом плане работает лучше, то есть мы выделяем один types, да, грубо говоря, а он типы людей показывает, да, то есть вот в этом плане неплохо, вот, допустим, panic, он будет panic отдельно или panic attack?
Panic attack, да, сразу он берет два слова. Вот контекст реверс работает намного лучше. Типа, ну реально, это очень плохо. Я не знаю, почему они не взяли, допустим, у них же есть свой Яндекс.Переводчик, да? Почему было нельзя его туда интегрировать? Короче, от контекста вообще не отталкивается. У него одно значение, которое очень часто, ну, просто не подходит. Поэтому, ребята из Яндекса, обязательно это пофиксите, это прям зашквар. Вот ваш переводчик, это прям, не переводчик, а словарь этот вот, это прям дичайший зашквар. Мой, допустим, реверс контекст намного лучше работает. Если мы не берем этот переводчик, а просто пытаемся разобраться, что там есть, да, мы как раз-таки разберемся, некоторые слова, может быть, усвоим, закинем, запишем куда-нибудь себе в словарик. В общем, короче, все как надо. То есть это задание, оно очень крутое. Yeah, I remember you were pretty stressed out. If you ever want to talk about it... Look, I don't want a therapy session. I'm good. I'm fine. I'm better than good, even. Sorry, I didn't mean to pry. I mean, dystopian societies, huh? Right? Have you done the reading yet? I'm a little behind. Maybe we can share notes. Yeah. Okay. Yeah. I'd like that. Anyway, 3,000 words. That's a big assignment. And it's due Friday. On top of everything else. So little time to... Jeff, look at me. Control your breathing. That's it. Relax. What you need to do is just breathe. That's it. Concentrate on your breathing. Nice and slow. I'm good. I'm fine. I'm fine. Look, I gotta go. После этого мы слушаем еще кусочек, и вот теперь нам нужно составить события в правильном порядке. Что опять же неплохо, потому что мы можем любую фразу переслушать сколько угодно нам нужно, хоть миллион тысяч раз, а потом уже как-то разобраться. А что, если не это улучшает ваше аудирование? Просто, не знаю, я работал переводчиком и до сих пор работаю, и первые для меня видео были очень сложные, и на одно видео я мог тратить, ну, просто нереальное количество времени, а все потому, что если не понимал какую-то фразу, я вот ее постоянно долбил и слушал, и местами какие-то слова потом такой, может это и гуглю, это и гуглю, и потом по итогу вот эти слова, они как бы ко мне пришли. Но это, конечно же, такой очень долбежный способ, здесь все намного проще, да, здесь вам есть что можно ошибиться, ничего страшного, если вы ошибетесь, потому что потом вас Яндекс поправит, вы снова переслушаете, подумаете, вам дальше дают скрипт снова, и вы разберетесь. В общем, короче, в этом плане все сделано шикарно, то, чтобы вы улучшили свое понимание, и задание именно сделано на то, чтобы вы все свою энергию, все свои силы, все свои мозги тратили на то, чтобы понять то, о чем говорится. Oh, you know, had to do something to keep myself off the streets, right? How about you? You know, same old, same old. So, people were saying you got expelled, or at least suspended for a semester, but I didn't believe it. Nah. I didn't get kicked out or anything. I was just distracted. I needed a break. Интересно, в этом уроке, я так понимаю, будем типа вот так вот нативно проходить пассивный залог с помощью get. Интересно. Get suspended, be forced to leave good permanently. Это to be suspended, to be forced to temporarily, это expelled, be forced to leave permanently because of improper... Ну, это так вот. Окей. Нет? Ой, ничего себе перепутал. Ну да, в смысле suspended это отстранить, expelled это исключить. Ну, ладно. Но в любом случае мы это можем увидеть, как разбираются ошибки, да, то есть здесь у нас показывается правильный ответ и даются примеры. Это неплохо. Дальше нам дается лексика с глаголом get, то есть мы, скажем так, интуитивно разбираемся в том, что такое пассивный залог с get, что тоже очень классно на самом деле, и слова хорошие, и потом уже на эти слова идет отработка. Miguel is very proud today as he becomes the first person in his family to graduate from university. He grew up in a tough neighborhood in Los Angeles. Most of his friends got, видимо, expelled from school for fighting, stealing, or he even got suspended a couple of times because despite this he was good, so he managed to stay out, да, или keep off. Что-то я пропустил это вот. А где это было сказано? Где-то здесь, наверное. Ну ладно, допустим. Я не помню, keep off или stay out.
Keep, ну, пускай будет stay out странно. Keep off the streets. Все-таки так логично. Keep off the streets by getting a part-time job after school. Ну вот, это как раз здесь говорится, да? Keep myself off the streets. Да, вот он. То есть, опять же, подается довольно нативно. Key to success was to not get expelled. Да, нет, подождите. Distracted. Отвлекаться. Distracted from his goals. Окей. Expelled? Ну тут, наверное... Kicked out нужно было, да, использовать? Ну вот, да, я пропустил. Off. То есть я решил более формально. Тут еще off нужен был, да? Kicked out of. Expelled с off не употребляется. Или употребляется. Да, тут рассказывается об этом. Ну, хорошо. Надо было вообще, конечно, показать еще пример expelled, потому что я ошибся с expelled. Было бы неплохо, конечно, еще expelled показать. Пример. Было бы нормально. Но это уже такие... Выбрать, какое слово здесь подходит по контексту, вставить, подписать. Короче, идут задания на отработку этих слов. После задания, если вы делаете правильно или неправильно, вам пишут какую-то сносочку, вкратце объясняют, что это значит, в чем разница. В общем, короче, все дается максимально в маленьких объемах, дается маленькие сносочки. То есть в целом неплохо, То есть, короче, все на английском. В этом плане прям респект. Яндекс очень хорошо сделанные упражнения. Я думаю, не нужно говорить, что вот эти вот упражнения не помогают в том, чтобы запомнить эти слова. Понимаете, потому что они все разные. И тут как раз-таки у вас есть выбор подумать, вспомнить, разобраться, вновь прочитать, посмотреть, может даже погуглить что-нибудь. В общем, короче, топ. Это хорошее упражнение. После этого пошла уже следующая история. Тут уже опять же мы из слов одного из участников этой беседы мы должны понять, что именно она имела в виду. Hey, sorry about yesterday. I was actually just really tired and hungry and... Oh, hello, I didn't realise there'd be 3 of us. Jeff, sorry to surprise you like this, but I wanted you to meet someone. This is Dr. Harrison. She's a psychologist here at uni. I came to her last year after my breakdown, and she really helped me. You tricked me. I told you I'm fine. I don't need any therapy. Wait, Claire, you had a nervous breakdown. She also dealt with the stress last year. Кстати, опять же, хорошо. Nervous breakdown sometimes just called a break... Вообще, вот прям в этом плане хорошо. Лексика очень классно объясняется какая-то неизвестная. То есть здесь вы должны подумать, догадаться, потом, если что, перерешать. Дальше, опять же, нам показывают, какие из этих слов являются терминами, какие нет, какие используются в официальном языке, какие нет. Для чего? Для того, чтобы, если вдруг мы соберемся их использовать в реальной речи, мы знали, какие именно нам нужны, то есть какие именно слова нам пригодятся. Следующее упражнение заключается в том, чтобы соединить 2 части предложения. Это нужно для того, чтобы, создатели курса убедились в том, что мы поняли, о чем идет текст, какие были у Кейт проблемы, да, с чем она сталкивалась, какая там лексика, поэтому мы это соединяем. В перерывах мы, возможно, смотрим в словарях, да, что там переслушиваем опять, а потом все это, собственно, опять соединяем, и таким образом мы вновь повторяем текст, вновь повторяем слова и в целом закрепляем свои знания. Упражнение хорошее, проблем никаких не имею. После этого идет текст, как раз таки, о котором я говорил. Вот именно в этом уроке идет текст. Ну и здесь опять же задания идут примерно такие же. На понимание, на лексику, на поиск главной мысли. В общем, в целом очень хорошие задания, которые сейчас везде используются. И вот дальше идет подготовка к говорению. То есть здесь нам дается списки слов. То есть нам даются слова или, может быть, какие-то словосочетания. Они даются с переводом и в контексте. Скажу сразу, я не против того, чтобы им дали здесь перевод. Не то, чтобы это лучшая идея, которую они могли сделать, потому что изначально, когда были первые задания, они были похожи на эти, они там обошлись абсолютно без перевода. То есть они показывают, что в целом можно обойтись. Но я допускаю, что они здесь могут быть. Для чего? Потому что вы занимаетесь самостоятельно, и в любом случае вы будете искать перевод. Если уровня у вас недостаточно, вы будете искать перевод, смотреть какой-то аналог, пускай хорошо он здесь будет. Хотя, конечно, здесь есть абсолютно дебильные переводы, которые я просто не понимаю, зачем сюда были всунуты. Далее они снова дают задание на перевод, и я немножко не понимаю, для чего, ведь у вас же были крутые задания. Ладно, хорошо, возможно, это сделано просто для разных людей, которым, может, кому-то нравится просто переводить, нужно именно с русского языка это понять. Кому-то действительно хочется, чтобы была связь с русским. Я, опять же, этого не особо сильно поддерживаю, но я понимаю, при занятии в одного, да, часто очень нам приходится прибегать к родному языку, потому что по-другому просто никак не сделать. Поэтому так уж получается. Хотя в целом я думаю, что они могли сделать секцию вообще без перевода, ничего бы не поменялось, а было бы, возможно, только лучше. Что касается самих заданий, тут есть еще прикольное задание, где у вас дается только
первая буква от слова, словосочетание одна буква, и у другого второго слова в этом словосочетании еще одна буква, да, и вам нужно вставить, что там по смыслу подходит, да, то есть самостоятельно написать. Я бы не сказал, что это очень сильно увеличивает вашу грамотность, я бы сказал, это вообще даже, довольно слабо работает, скажем так. Но, тем не менее, чтобы вспомнить те слова, которые вы проходили, вы отматываете назад, смотрите, что там вы проходили, потом вспоминаете, возвращаетесь, делаете, потом снова забиваете и так далее и тому подобное. Со временем вы можете сами заполнить вот это вот задание, да, проще от того, что вы будете постоянно возвращаться и обращать внимание на то, что вы уже проходили. То есть вы повторяете, вы отрабатываете, и даже несмотря на все то, что я сейчас сказал, что там есть задание на перевод, в целом это секция норм, потому что вам дается буквально несколько слов, там 5-7 слов, и вы их отрабатываете. И там не так много заданий, но в целом слова даются понятные. Но я думаю, что если вы до уровня Upper Intermediate дотянули, я думаю, вам там будет несложно. То есть вы будете знать некоторые слова из этих, да, то есть у вас там будет 2-3 знакомых, 4 там незнакомых, грубо говоря. Поэтому в целом, я думаю, никаких проблем в этом не будет. И эти задания тоже неплохие, потому что они помогают эти слова просто тупо запомнить, хотя бы загнать в пассив. Поэтому здесь я опять же проблем не вижу. И еще раз, если, допустим, вы написали, потом нажали на кнопочку «Ошиблись», я вам настоятельно рекомендую перепройти, все стереть, да, и заново все перепройти, вспомнить, потому что так вам будет намного лучше. Я не говорю, что если у вас одна ошибка, но если вы, допустим, из 7 слов 3 ошиблись, то, конечно же, лучше перепройдите, а лучше еще раз пройдите по материалу, вспомните, какие там слова есть, и тогда вам будет действительно удобно. Тогда, я думаю, действительно эти слова смогут отложиться к вам в память. Так что, действительно, здесь еще такая штука, что здесь лучше не халтурить. Дело в том, что этот курс у вас навсегда. Вы можете проходить его миллионное количество раз, поэтому лучше не гоните, да, не гоните вперед. Вы просто взяли, поработали, не поняли, забыли, вернулись назад, заново прошли. Как-никак, но это слово, оно у вас, отложится по-любому. Потому что вы уже хотя бы знаете, что писать и что это слово означает. Поэтому в целом, я думаю, никаких проблем не будет. Ну и все, в принципе, после этого идет спикинг. Но я не хочу сказать, что вот все уроки проходят именно по такому сценарию. Они, в принципе, идут вот так, да, то есть, в целом структура такая, да, но, допустим, вот здесь вот мы разбирали правильное положение наречия. Тут после небольшой истории, которая была, нам нужно поставить предложение в правильном порядке. И, естественно, обращая внимание на наречие. После того, как мы это сделаем, нам даются небольшие сносочки, где должно стоять наречие, допустим, с другими наречиями, или где должно стоять наречие с прилагательными. Это, опять же, все в очень кратком материале, просто чисто схематично, чтобы мы это поняли, чтобы нам просто чуть-чуть объяснить. Хотя, по сути дела, вся вот эта грамматика, она подается чисто интуитивно за счет того, что мы слышим. Опять, это можно понять по заданиям по типу, какие из предложений вам кажутся более натуральными. То есть это именно и показывает то, что мы должны больше ориентироваться на наше языковое чутье, нежели чем на какие-то правила. То есть правила нам пока не даются, мы сами должны в своей голове сформулировать правило, а потом нам его просто объясняют, если вдруг мы чего-то там не догнали. Тоже, кстати, неплохо. Оно довольно все интуитивно делается, а потом вам дается небольшая сносочка, что тоже очень круто. Здесь мы разбирали past progressive, что опять же также очень легко. То есть перед тем, как ввести время, нам давали разные фразы, где персонажи использовали past continuous. И вот уже потом нам дают небольшую сносочку, объясняя, что же это такое. Потом уже нам самостоятельно дают понять, когда же нужно использовать past continuous. Для этого нам просто дают некоторые вырезки и потом дают обозначение этих вырезок, то есть эмоциональную окраску этих вырезок. И вот это на самом деле, на мой взгляд, очень интересно, потому что здесь мы сами определяем, в каких же ситуациях он использует. Нам никто ничего не пишет, нам просто говорят, есть past continuous, послушайте, в каких ситуациях его употребляют, а потом уже объясните эту самую эмоциональную окраску. После того, как мы, по идее, поняли, что это значит, мы там ошиблись или не ошиблись, нам как раз-таки дают вот эту вот сносочку с объяснениями, уже с полноценными объяснениями. И после этой сносочки дается задание, куда нужно вставить время либо в past continuous, либо в каком-то другом времени. В общем, на самом деле, введение грамматики довольно интересное, на мой взгляд. Очень много здесь подается просто на уровне интуиции, да. Здесь есть, конечно же, некоторые сноски, да, но по большей части вы сами должны допедрить, как эта грамматика строится. Вам даются примеры, вам дается на слух эта фигня, и вы должны это все понять и разобрать. Единственная проблема, или может не проблема, но единственная особенность, что эта грамматика, она вообще никуда не идет. То есть вы вот ее в этой секции повторили, все, забудьте. Вы ее больше не увидите вообще. Не знаю, может там в каком-нибудь третьем там пакете вы ее увидите, но так вы ее вообще не увидите, и все, она не будет никак прорабатываться, и в разговорных тоже занятиях она тоже не будет никак прорабатываться. Все, то есть вы про нее забыли, вы ее
ее увидели, вы ее знаете, запомнили, не запомнили, по барабану, все. То есть она не отрабатывается. Это прям 100%. Поэтому я сразу могу сказать, если вам нужна грамматика, если вам нужен курс грамматики, это точно не для вас. Это прям, ну, вообще нет. То есть забудьте. Здесь именно курс, который больше помогает развить ваше понимание, говорение и чтение. Письмо не берем, письма здесь нет, оно здесь не развивается вообще. Чтение в целом неплохо, потому что там такие, ну, я бы не сказал, что большие, но в целом такие нормальные статейки даются, да, то есть, ну, они ну, нормальные для текста в учебнике, окей, да, то есть они даются, вы их разбираете, ищете основную мысль, какие-то слова учите, то есть, окей, да. Аудирование 100% поднимается, потому что вы постоянно слышите английскую речь, у вас 90% времени вы что-то слышите, 90% времени вы что-то слушаете, пытаетесь понять, что там вам сказали. Желательно, конечно, пытаться не читать, а именно слушать. Это просто было бы офигенно. Но, к сожалению, там сразу приделан скрипт, поэтому, если вам вдруг что-то непонятно, вы можете читать. Если вам сначала сложно, читайте, слушайте, потом попытайтесь как-нибудь от этого скрипта уходить и чисто слушать, это будет тоже отлично. Здесь дается очень много лексики, и лексики полезной, лексики неплохой, лексики современной, лексики, которая действительно используется в живой речи. Потому что лексика здесь точно прорабатывается, она прорабатывается и в упражнениях, и отрабатывается, самое главное, в разговоре. Поэтому здесь как бы, вот если вам нужна лексика, сюда, не нужна лексика, все, забудьте, грамматика, все, грамматики здесь не будет, даже не надейтесь. Итак, что касается самих уроков, я могу подвести небольшой итог. Мне очень понравились истории, отличные голоса, все очень интересно подобрано, неплохие упражнения, прекрасная проработка, вот именно если мы говорим об упражнениях таких, да, то есть в целом неплохое, нормальная проработка чтения, опять же, хорошее задание на чтение, интуитивное ведение грамматики, что тоже довольно интересно звучит. Если мы говорим не о живом уроке, а именно вот таком вот курсе каком-то, да, то есть именно о курсе, где нет преподавателя. Это тоже довольно интересное ведение, мне кажется, это прям, ну, это неплохо. Но тут крайне мерзкий словарь, вот словарь здесь прям говнище. Если вы надеетесь, что у вас здесь будет нормальный словарь ждать, нет, забудьте, лучше используйте что-нибудь свое. Но вы, наверное, думали, что это все? А это еще не все. Дело в том, что у Яндекс.Флоу есть еще и разговоры. Разговоры всего по 15-20 минут, в зависимости от того, насколько будет лениться ваш преподаватель, или насколько будет вашему преподавателю интерес с вами общаться, или насколько вы затянете разговор. Но у меня было по-разному. Было и 15, было и 20. То есть все зависит исключительно от преподавателя. Кстати, есть один забавный факт про преподавателей. Вот что сами Яндекс говорят про своих преподавателей. Преподаватели из 24 разных стран, и с ними вы тренируетесь понимать разные акценты. Но на деле это так забавно, потому что они так вот решили выкрутиться. Ну, хорошо, давайте сразу, конечно же, я скажу, что носителей там не будет. По крайней мере, я не сталкивался. Вы там будете общаться с африканцами, с турками, с кем-то у меня еще был. Какой-то чувак, по-моему, из Египта был. В общем, короче, огромное количество разных преподавателей нон-нейтивов. Это я вам 100% говорю, нейтивов вам не будет, там будут только нон-нейтивы. Ну и не сочтите меня расистом, у меня очень много хороших друзей африканцев, я с ними общаюсь. У меня вообще очень много друзей с разных стран, и я ни в коем случае не хочу там кого-то ругать из них за английский, типа они все говорят в меру своих возможностей, это круто, это классно. Африканцы, у меня есть очень много крутых африканских друзей, которые, ну, действительно на высоком уровне могут общаться на английском, прям просто разносить, знают огромное количество идиом, ну и в целом они реально очень подкованы. Но вы же понимаете, почему они берут африканцев, индусов, арабов и так далее. Чтобы все-таки платить им поменьше, чем нормальным преподавателям. Потому что, как правило, берут-то они вовсе и не преподаватели, они просто берут тех, кто умеет хорошо говорить на языке, как я это понял, по крайней мере. И то не всегда даже как чтобы они говорили хорошо, но чуть-чуть попозже об этом расскажу. Опять же, да, они это делают для того, чтобы был некий статус, мол, типа, у нас преподаватели иностранцы. Иностранцы звучит, правда? И как бы это хорошо или плохо? Это все-таки я могу сказать, что хорошо в целом. Почему? Потому что у вас нет возможности вообще перейти на русский, и тут вы уж хотите не хотите, а мысль свою выразить придется. Вот что хотите делайте, а вот на русском с вами никто разговаривать не будет, и это неплохо. Это неплохо. Я уже понял, о чем все подумали, типа, там всякие будут, короче, чуваки, которые английского не знают, сейчас мы над ними поугараем. Так это или нет? И да, и нет. В целом, в большинстве случаев, мне попадались люди, у которых в целом был нормальный английский. Не супер профессионал, advanced и так далее. Норм. Хороший, такой средний, базовый уровень. Говорят практически без ошибок. У некоторых я вообще ошибок не слышал, да. То есть в целом нормально. Я 2 раза был с одной девочкой из Африки. Было безумно круто. Ее урок, кстати, я и покажу, потому что он был вот именно после того, который я сейчас разбирал. Оба урока прошли очень приятно, в целом неплохо. Мы отлично пообщались. У меня нет никаких проблем с распознаванием их акцента. То есть было действительно все понятно. Они говорят четко, я со своим акцентом, но он не мешает пониманию. I believe you have some text or
picture. What do you have on your screen right now? Okay, very good. So use this useful language on your screen to answer some questions I'm going to ask you related to this subject. So in general, are you okay? Is everything all right so far? So now we're going to go ahead. I've got some sentences here on the screen. So I'm going to read them. They're about Jeff and Claire. And you're going to use the useful language on your slide to describe each of these sentences. For example, if I say, last week, Jeff did something to his classmate that wasn't intentional. You can say, oh, he did something he didn't mean to do. So when you do something that wasn't intentional, it means you didn't mean to do it, but you did it anyway. So I'm going to ask you some questions related to each of the sentences. That definitely is far from my time. Yeah. Here in Italia, it's 1847. Okay. I see. And can you tell me what you did yesterday, if I may ask? Но был один случай. И вот этот случай, это очень забавно, потому что чувак еле-еле говорил на английском. Ему было очень плохо, и я слышал просто огромное количество ошибок в его речи. В общем, вот сами посмотрите. I also went for a walk, and now I'm back. I was planning to go to the gym, but I decided, okay. Okay, yeah. I would say I listen to one channel, watch two channels, completely different views, and also read a couple of channels on Facebook and Instagram. Inform each other what we've read or what we've listened to or what we've recently heard. Okay, I've just read. It was when not today. I read the news about the one rapper. I would call him crazy rapper. Okay, I have my opinion. The one. Do you remember this guy who sang this popular song? It's like cowboy song. Yeah. Okay. I got daughters and a bong. No? Exactly. Okay, yeah. I heard I listened to that song yesterday. Lil Nas. Yeah, okay. I can't remember his name, but I can't remember the song. So he recently released a new song, a video song. That is very controversial. Okay. With Satan, kind of. And he was on the lap of Satan doing some disgusting stuff, and produced kind of a pair of shoes with Nike brand and a drop of human blood in it somehow. Oh my God. Yeah. I think what made it even more controversial is the human blood in it. Короче, да, может, конечно, попасться и такое. Но я думаю, если что, можно его там зарепортить, там, поменять преподавателя. Там, на самом деле, вы можете сами выбрать. Вот, допустим, если вы постоянно в одно время занимаетесь, есть шанс, что вы можете выбрать того преподавателя, которым вам нравился изначально. То есть вы с ним постоянно занимались, вот, например, с этой девочкой, да, вот мне с ней понравилось, я мог ее выбрать и потом назначить какое-то время, ближайшее, да, которое у нее доступно, да, и потом с ней просто позаниматься. В общем, короче, с этим нет проблем, у вас потом со временем просто накапливается пул преподавателей, и вы можете сами выбрать того, кто вам нравится. То есть в этом плане, я считаю, проблем нет. Да, конечно, есть издержки вот такие вот, что некоторые преподаватели вовсе и не преподаватели, еле на английском говорят. Но, тем не менее, в целом, сама идея неплохая. Давайте я вообще расскажу, в принципе, как вот строится урок, и в целом вам его покажу. Начало строится, как и везде, идет такой некий warm-up. Но из-за того, что урок у вас всего идет 15-20 минут, да, то, конечно же, warm-up, он, его... Многие, если ленятся, они пытаются его растянуть как можно дальше, да, чтобы, чуть меньше времени потратить на учебник, там, эти материалы, так просто, чтобы вы что-нибудь там наговорили и все. Но, тем не менее, да, мы разговариваем сначала вот там о погоде, о чем-то таком, просто какими-то там любезностями меняемся и все такое, то есть ничего такого особенного. Welcome to your speaking session. My name is Shadjay, and I am your teacher for today. What's your name? My name is Kirill. Nice to meet you, Kirill. Nice to meet you too. Thank you. So how are you this morning? I'm fine, I'm good, feeling good. So just started to learn some English. So everything is good. That's good. And how's the weather like? It's getting really warm. It is really warm. It's very good right now. I feel like going
to have a walk, just going for a walk with my friends. So That's it's really good. I feel like I'm the only one who doesn't like when the weather starts getting warm. Really? Why? Because I am from West Africa Uh-huh. and it's always really hot. And I don't like it. So I prefer when the weather is just a bit cold. A bit chilly. Mhm. Well, what do you think is the best degrees outside? For me, mhm. it would Celsius. it would be maybe -5. Oh, really? You like -5? Amazing. You should come visit Russia in winter, autumn. right? Yeah. Oh, in autumn. Okay. Yeah. Thank you so much, Kirill. Are you at home or at work? Yes, I'm at home. После этого мы переходим к материалу. Сначала у нас идут картинки, по крайней мере, у меня были картинки. Мне нужно было описать эти картинки, рассказать о них. И эти картинки, они связаны с материалом урока. То есть там было про nervous breakdown, по-моему, и здесь тоже про то, что заставляет вас нервничать, короче, что у вас вызывает такие своего рода панические атаки, скажем так. So let's dive right into your speaking session. Okay. So we've got some pictures on the right-hand part of the screen. Can you see it? Yeah, I can. Okay. Before we begin, do you remember why Claire helped Jeff in the chapter? She helped him because he had emotional breakdown. He had some emotional problems. So she helped him. He find a psychologist, right? Psychologist. And yeah, so they were trying to like solve his problems, let's say that. So they're called anxiety attacks. Oh yeah, right. Panic attacks, anxiety attacks. Yeah. So now let's continue talking about anxiety. You can see the image on the slide. What do you think about them? What can you see actually? I see that there is a traffic jam and everyone is angry, I guess. Everyone is shouting at each other. Yeah. Because it's very annoying when you get into the traffic jam. So yeah, so I think that everyone is angry. So on the second picture to the right, so it is. So everyone is dancing. It's a party, and some guy he's feeling lonely. He's lonely, so he can't dance to anyone. So I think. Yeah, I think maybe no one likes him, or maybe he thinks that no one likes him. Maybe he has some problems, some insecurities. I guess. Low self-esteem. Yeah, low self-esteem, yeah. И это отличное упражнение, потому что если не это помогает вам вспомнить всю эту лексику, которую вы проходили, да, и что если не это позволяет вам, в принципе, разговориться. Если вы не используете лексику, которую нужно, преподаватель вам поможет. И очень часто бывало так, что когда, допустим, какую-то лексику, из-за лени, да, наш мозг пытается лениться, да, и он постоянно, он не хочет новую информацию, да, использовать, ему проще уже говорить теми словами, которые он привык, да. И я тоже, бывает, иногда ленился, преподаватель мне начинает задавать вопросы, используя эти слова. И тогда уже ты начинаешь раскрываться, и тогда тоже начинаешь использовать эти слова. И даже тот чувак, которого я показывал, он делал то же самое. У них это просто в скрипте написано, скорее всего. Их этому обучают. В этих уроках у них все прописано, скорее всего, как в Skyeng. Просто они следуют этому плану, и все, и общаются с вами. Самое главное задать вам вопрос, чтобы вы его раскрыли. И как-то вообще рассказали, используя новые слова. Все, это их самая главная задача. Итак, что происходит после картинок? После этого вам уже дается полезная лексика, да, и вам нужно выполнить какое-то простенькое задание на разговор. В моем случае преподаватель предложила, что я буду директором, грубо говоря, или там психологом, что-то такое, не помню, она сказала, а она будет студенткой, у которой проблемы. И она ко мне пришла и начала рассказывать о своих проблемах. И тут, используя лексику, которую мы проходили на уроке, то есть та самая лексика, которая у нас была, я ее используя, должен ее успокоить. So, hi, Mr. Kirill. Hello. How are you? What's your problem? What happened to you? I'm not good, and that's why I've come to speak with you today. I've got lots of problems at school, at home, in my mind, so I really need some help. Yeah, I can understand you. We all can have a tough time, and I think that you are having a tough time right now. And sometimes you need, and I know that it distracts you from school. That's why maybe you have some problems right now with your teachers. And I can assure you that all these problems
can be solved. You can solve them. Do you want to hear my problems first? Yes, of course. Okay. Number one, I hate being home. I get really bored at home. I get anxious and I can't control my breathing. I'm usually alone, so I usually have nervous breakdown. I'm the only child. Okay. It gets me really scared. Okay, yeah, I understand you. That's very, very. That's a big deal. So, what can I say? So, I think you should focus on some of your hobbies. Do you have a hobby? Actually, I do, but these days I feel really depressed. I have a friend, or a group of friends actually at school, and recently I got kicked out from sitting with them because they feel I'm not cool and I'm not really adventurous. Okay, I understand you. So maybe you should try to find that comforting in some. Maybe you can try to find it in music, or as I said, in your hobby. So sometimes it can help you to control your feelings, your emotions. If you are doing something different, which can help you to distract from the problem. And I can assure you that sometimes these things can help you. So sometimes, for example, you can play a video game, or you can listen to music, or watch an interesting comedy show, and it can help you in some way. And of course, it's very good that you came here because you try to talk about this problem, and this is very good because that's called mental conditioning. When you have some problems, when you have some emotional problems, the most important thing to understand what this problem is. So I'm very glad that you came here, and that is very good that we're speaking right now. So thank you, Mr. Kirill. I feel so good already. Thank you so much. Thank you for coming. Goodbye. Goodbye. You are amazing. Kirill, thank you. Are you a psychologist or a mental health? No, I'm not. Advocate something? Are you a counselor for real? No, I'm not. I'm not. You are so good. I almost felt like it's real. I'm not a teenager and I'm not having any of these problems. Oh, thank you very much. It's so pleasant to hear. That was amazing. И я вижу, насколько же у них прописано хвалить нас, студентов, да, насколько вот именно рассказано о том, что студентов нужно хвалить просто что это доходит до абсурда, если честно. Но это очень приятно, это действительно безумно приятно, и это заставляет тебя вернуться, опять же, к этому преподавателю, опять же, с ней пообщаться, и опять же, в целом, прийти на этот урок, потому что, сами понимаете, вы постоянно встречаете новых людей, это небольшой стресс. Это не как у Черчилля вам скажут, что вы сломали разговор, да, типа вы убили разговор. Такого не будет. Здесь он, наоборот, вас будет хвалить. Какую чушь бы вы ни сказали, он будет: правда, ничего себе, как же это круто, это действительно так, это класс. Они с вами не имеют права не согласиться. И это безумно круто, это действительно помогает создать такую, знаете, дружелюбную атмосферу на уроке, и, собственно, это действительно неплохо, это реально классно, то есть здесь у меня никаких претензий нет. После этого мы обсуждали, опять же, те тексты, которые я вам показывал, там были тексты про sensory deprivation и про гипноз, и мы как раз таки обсуждали, что хорошо, что плохо, что, по моему мнению, мне нравится, что не нравится, чем я пользовался, чем не пользовался. Ну, мы как бы с ней так перекинулись парочкой фраз. Now we're going to talk about some types of therapies, anxiety control, they were mentioned in the chapter. You were talking about them earlier, but now we've got the chance to really talk about them. There were two of them mentioned: sensory deprivation and hypnosis. So we have them on the slide. You can go ahead and read them if you want to. Yeah, sure. One more time. So if you're having a nervous breakdown, which therapy do you think works best? To be honest, I was reading some articles about hypnosis. I don't really believe in hypnosis, to be honest. So, but I do believe in sensory deprivation. It's really, really cool, as I think, because, really, when I have some problems, it helps me to control it when I'm in the tank with water and no one is there and I'm just thinking, and it helps me to focus on my, personal issues. So it's good. It's really good. And sometimes, even if I'm thinking about these problems,
I can be distracted from the real problems. I'm just thinking about. I'm trying to move these thoughts in my head, and it can help me to find a way out. So yeah, as it said, yeah, internal monologue. So it's really, really, really good. Опять же, это все нормально. То есть интересно, она задает вопросы, дает мне возможность выговориться. Это круто. Правда, знаете, у меня есть такая штука, будучи преподавателем, да, я все-таки считаю вот себя немного неловко, когда я говорю много, а учитель нет. Типа я всегда пытаюсь себя, вот знаете, приламывать на этой мысли, типа, нет, Кирилл, сегодня твое время, ты уж выговорись как-нибудь, поговори уж как-нибудь, да, потренируйся. После этого были задания, где мы как раз-таки обсуждали проблемы, которые могут у нас возникнуть и так далее и тому подобное. Okay, thank you so much for you. And finally, we've got some situations here. So to finish up, I want you to go ahead and read the situations on your slide and tell me your opinion on about them. Which of them do you think is the most stressful situation to be in? Okay, not having enough time during the day to work and studying. Okay, not being able to sleep well, to learning to drive, meeting parents-in-law for the first time. Giving an important speech at work, asking someone out on a date. Parents-in-law, it is parents of my girlfriend, right? Exactly. When you're married. Yeah, okay. Okay, so I guess when you don't have enough time during the day to work and study, I think the biggest problem, if you don't have enough time to relax. If you work and study all the day, you don't relax. I think that much bigger problem. So I think this is much can influence your mental health much stronger. Okay, not being able to sleep well, that is the biggest problem, because if we don't sleep well, we can catch some diseases like catch a cold or something like that. So we just can be sick more easily because our immune system will work worse if we don't have enough sleep. So and also emotional stability. It everything is connected to the to good sleep. So if you don't sleep well, it's very bad. Learning to drive. For some people, it is a big problem. For me, it's not. I passed my exam from the first time, but I have some friends who did it like from the third, and so it is really, really difficult. That's me. You're amazing. You're a superhuman. Really? No, I don't think so. I was just lucky. I guess so. То есть, в общем, короче, в целом уроки я говорю 90% времени, и тут самое главное понимать, что если вы не будете использовать лексику, преподаватель может лениться. У меня бывали случаи, когда я просто не пользовался словами, да, такое вот бывает. И с тем чуваком, про которого я вам показывал в самом начале, да, с ним тоже были такие проблемы, но все же он там пару слов мне вкинул, я их как бы, я их сказал. У вас перед глазами прям должен список этих слов стоять, чтобы вы знали, что вам говорить. Потому что если вы за время урока там 10-15 раз скажете эти слова, они 100% где-нибудь отложатся. 100%. Поэтому здесь, понимаете, вот сама идея Яндекс.Слов, я вижу, она в том, чтобы вы очень много времени держали эту концентрацию, дисциплину, скажем так, да, чтобы вы могли самостоятельно все эти слова взять и использовать. Чтобы если вдруг вы быстро прошли какой-то урок и затупили, вернулись, перепрошли. То есть все исключительно на вас. Вас никто контролировать не будет, но именно это и может помочь вам немножечко так свой уровень приподнять. Это я вам точно говорю. Да, то есть что касается этого урока, как я сказал, мне понравилось, как он прошел, потому что она мне постоянно подталкивала на мысли какие-то, да, она постоянно мне вкидывала слова, я использовал слова. Некоторые ленятся и просто общаются, вот им вот, просто хочется пообщаться. Они там как-то особо сильно вот с этими вот заданиями из урока сильно заморачиваться не ходят. Вот, например, у чувака где-то осталось, видимо, немножко времени, он не захотел работать дальше, он мне вот как выкрутился. I am happy with what you've said. Let's move on to the next task. And here, hold on. This is too. I don't like that. Okay, let's just move on to the end, right? This is the end of the speaking session. Kirill, I have two questions for you, just two, right? How long have you been studying English, and why are you studying? I don't know. I have been studying it since school, since my first grade.
Yeah, I'm studying for myself and for a job. Sometimes I need English for my work. I communicate with people a lot, so I guess it would be the nice chance to practice it and to maybe to learn some new lexes, some new grammar. So yeah, I'm pretty happy about that. Exactly. I am very, very happy that you are on Yandex Flow. I see you hopped aboard, I think somewhere in March. Yeah. So late March. Yeah, I'm very happy to be one of the few people who has gotten the opportunity to talk to you, because you are like how do I call it? You are like Turkish coffee, like a fresh breeze. Thank you. I am saying it because structure-wise, you've made no mistake. Tense-wise, you make no mistake. If I'm to talk about, there was something you were talking about, and you said has instead of have. And when you were talking about public, you said on public instead of in public. If I'm not to talk about these two mistakes, or let me say these two slips, I don't have any problem with you at all. Now, I want to test something, right? When you were talking, I realized you have, sometimes you had an American accent, sometimes you had a South African accent, sometimes you had a Canadian accent. I couldn't understand. So I want you to tell me, how do you say this word? Okay. Worked. Very good. And how do you say this word? Tired. I see. And how do you say this word? Scared. Very good. Okay. I think your accent is between an American and more of a South African. I don't know. It's just hovering over there, honestly. Interesting. I didn't know that. Cool. Thank you. Yeah. I have a question. One more question. Just one more question. I'll let you go. I want you to tell me the tense, right, of these words I'll write to you, right? Okay. What is the tense of this? Present, past, future. It's past simple. Flow. Past, super. Past simple, right? I like that. And tell me, oh my God. This one. It's present simple. Present simple. And this one? Past simple. Past simple. Super. Okay. Kirill, I don't have any issues with you. I had fun talking to you. I hope we can have this conversation again the next time, where I can see you and you can see me as well. I think you're going to sleep after this session, right? Okay, thank you. Ну, это было очень странно, типа, я такой, йоу, чувак, какой, ты чё, при чём здесь это вообще, к чему ты это сказал, для чего это вообще было, зачем? Ну, то есть, да, люди разные, поэтому вам может повезти, вы можете найти прикольного собеседника, с которым вы опять же будете прорабатывать все свои слова. Но в целом, давайте я все-таки кое-что уточню. А можно ли вообще в нормальном понимании назвать это уроком? Знаете, это больше похоже на разговорный клуб. Вообще, в целом, весь этот Яндекс.Флоу, да, вот всю эту программу можно назвать как неплохой разговорный клуб. То есть вы сначала отрабатываете слова, грамматику какую-то, и потом ее используете в говорении. Потому что в нормальном уроке этот процесс совмещен, вы все проходите в разговоре. Плохой ли это разговорный клуб? Я думаю, что нет. Действительно, мне кажется, неплохо. Да, это не урок в обычном понимании. И да, тут могут быть непрофессиональные преподаватели. И да, здесь большинство непрофессиональных преподавателей. И да, у некоторых из них прям очень плохой английский. Поэтому вам как-то нужно пытаться найти именно своего преподавателя. Но в целом за 3900 это норм. Серьезно, это неплохо. Вы действительно здесь развиваете понимание, говорение и чтение. Да, нет, конечно же, да, тут нет грамматики, но зато вы можете здесь реально найти неплохую лексику. Плюс ко всему, я еще забыл сказать, 20 минут, ну это преступно мало. Вот если бы урок длился хотя бы минут 40, и вы все 40 минут говорили, это было бы намного круче. Опять же, если бы там было столько, достаточное количество материалов, если бы можно было его размусолить, разговорить, больше каких-то игр, супер, было бы просто замечательно, просто цены бы ему не было, но в целом
тоже сойдет, я думаю. Еще, как вы помните, я рассказывал про фидбэк-сессию. На самом деле тут толком рассказывать нечего. И, честно говоря, я даже не вижу смысла толком туда ходить. Ну, на самом деле, я зашел и думал, что там будет какой-то проработанный урок, но на самом деле там никакого урока не было. Единственное, что там было, она спросила меня, какие у меня есть вопросы, а потом мы просто с ней пообщались немножко. То есть это, как на мой взгляд, немножко странно, потому что, по идее, я думал, что она будет следить за моим прогрессом и уж даст мне какие-то задания на отработку, может, лексики или грамматики. Я думал, может, грамматика будет там как-то повторяться, я не знаю. Но на самом деле ничего этого не было, то есть, по сути дела, не было вообще ничего, мы просто поговорили. Поэтому, если у вас нет каких-то конкретных вопросов, и если у вас обучение проходит довольно легко, то я вообще не вижу смысла посещать эти фидбэк-сессии. То есть, ну, они, по сути дела, абсолютно бесполезны. Да, это просто небольшая практика, но на самом деле все эти вопросы, они будут абсолютно скучные, как мне кажется. Намного интереснее общаться по теме урока с этими же самыми non-native, да, с, ну, грубо говоря, вот этими учителями. А так вообще мы с ней поговорили, я спросил, то есть, если, допустим, у меня будут какие-то проблемы с грамматикой или там с лексикой, то я могу вам сказать, и мы ее отработаем, да, она говорит, да, то мы это все отработаем и так далее. Но, как понимаете, проблем там особо никаких нет, там все довольно понятно и доступно. Что касается грамматики, да, если у вас есть какие-то проблемы, вы можете обратиться туда, к ним. Но я, честно говоря, вообще не вижу никакого смысла ходить на эти фидбэк-сессии, поэтому мое мнение как-то вот так вот складываться будет. Тоже я могу сказать в итоге, как я могу все это подытожить, стоит его покупать или нет. Скажу так, я кайфанул, серьезно. Я прошел пакет, я кайфанул, мне очень понравилось. Типа, ну реально, то есть, прям норм. Я вообще не испытал никакого дискомфорта, мне очень понравились истории, я почитал тексты, то есть мне было прикольно. Я узнал новые слова, да, там большинство слов мне было известно, но некоторые я тоже узнал, то есть я некоторые слова не знал или забыл, или я как бы не в курсе. Как минимум повторил, а для тех, для кого это будет новый материал, я думаю, самое то. Что касается цены, вот если было бы как-то можно научиться обузить ссылочку, вот тогда было бы неплохо. Блин, сейчас звучит как реклама, типа я вам скину ссылку в описании, делайте. Нет. Но если, конечно, как-то, не знаю, может с разговором с менеджером, может у вас как-нибудь получится забудить ссылку, но если бы можно было каждый тариф покупать за 3900, было бы неплохо. 3900 ему идеальная цена. Идеально. Это то, сколько он должен стоить. 3900 за эти 8 уроков плюс 2 фидбэк-сессии. Все, это то, что нужно. Это прям нормальная цена-качество. Да, вы разговариваете всего 15-20 минут, и да, у вас нет преподавателя нормального, но 3900 в месяц потратить в целом, ну, как бы, да, конечно, вы можете то же самое потратить и на какую-нибудь языковую школу, хотя не знаю, сколько сейчас стоит в Питере, в Москве языковые школы, честно говоря, понятия не имею. Как дополнение к обучению, я думаю, очень даже неплохо. Серьезно, очень даже неплохо. Если ваша задача подтянуть лексику и понимание, я думаю, Яндекс.Слово вам может в этом помочь, поэтому в целом я не буду здесь его ругать. Я сказал, есть минусы, есть довольно серьезные минусы, в том числе преподаватели, словарь обоссанный. Ну, не знаю, то, что нет грамматики, наверное, даже хорошо в каком-то плане, потому что грамматика уже надоела, этих грамматических курсов, ну, просто вот до жопы. Хоти, вот просто собирай и бери, как бы, просто вот сколько хочешь. Еще один минус, который я могу добавить, о котором я не говорил, на самом деле я не заметил, но я теперь понял, почему меня пихали именно на интермид, потому что на интермиде все задания готовы, то есть там уже все полностью сделано. Что касается Upper Intermediate, то там как раз-таки всех заданий нет. То есть там, посмотрите, буквально несколько заданий готовы, а все остальные задания еще в разработке. То есть, понимаете, в чем дело? Я не знаю, сколько они будут готовиться, и теперь я даже не знаю, как вам рекомендовать, по сути дела, этот курс. По сути, я говорю, мне понравилось, но неизвестно, как долго все это будет разрабатываться. Еще, как мы все-таки видим, что Яндекс.Слово еще немного не закончен. Что касается минусов, я еще могу выделить в этом курсе, это то, что он не закончен, это то, что фидбэк-сессии, по сути себе, ну, такое себе, ну и, конечно же, то, что довольно много перевода, как мне кажется, в словах. По сути дела, можно было бы сделать упражнения без перевода намного более интересными. Тем не менее, в принципе, это не означает того, что его покупать нельзя. То есть, в целом, вы можете купить 5 пакетов буквально можно купить. То есть, можете взять один пакет, попробовать. Если вам понравится, если вам лексика какая-то новая придет, если вам нравится разговор, если вам нравится такой формат, то, пожалуйста, там можете 2, 3, 4, ну, в общем, как сами захотите. И там можете уже постепенно будут добавлять. То есть, я не говорю, что нужно покупать сразу этот курс за 50 тысяч, но, как бы, если попробовать, если, может быть, немножечко потянуть свою лексику или просто позалипать в эти упражнения, я думаю, ничего страшного не будет. Можно, в принципе, купить, здесь никаких проблем не вижу. Но, опять же, я не позиционирую это как полноценное обучение. Мне все-таки кажется, это небольшое дополнение, неплохое дополнение к вашему основному обучению.
такая разговорная практика, скажем так, которая может вывести некоторые слова в актив. Так что, Яндекс, жду от вас баблишка, давайте подгоняйте, а то что, я Яндекс Слово вашим пользуюсь, это, как его, Кинопоиск, Яндекс Музыка, как это все, Яндекс Плюс называется. На Яндекс Такси езжу, но вы мне это, подгоните что-нибудь, это что за дела, Яндекс, я не понял. Говорю подписчикам и студентам, кстати, тоже говорю, если хотите сериалы посмотреть, если вам, типа, хочется что-нибудь на телефон, скачайте себе Кинопоиск, найдите какие-нибудь там промокоды и слушайте себе на здоровье или смотрите сериал на английском, самое то. Так что, Яндекс, я от вас жду каких-то ништяков. Я не понял. Сейчас подумаю, что это специально сделал, чтобы Яндекс мне что-нибудь подогнал. Да не, на самом деле, ладно. На самом деле нет. Я сказал, у Яндекса есть проблемы, действительно, они есть. Но за ту цену не вижу вообще никаких проблем. Поэтому, в принципе, я рекомендую, наверное. Почему бы нет? Если вам хочется подтянуть свой словарный запас, пожалуйста. Не вижу в этом ничего плохого. Ну, а на этом, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии. И ни в коем случае не забывайте, что английский — это слишком изи. Пока. See you later, alligator. See ya. Bye bye.